Как мы сами незаметно сокращаем свою жизнь? Друзья, привет! Сегодня мы поговорим о том, как незаметные привычки буквально укорачивают нашу жизнь. И нет, это не страшилки от врачей или бабушкины сказки. Это реальность. Вы думаете, что все под контролем, что можно просто жить, как привыкли, и дожить до глубокой старости? Тогда слушайте внимательно, потому что то, что я расскажу, может перевернуть ваши представления о жизни. Все идет по плану или нет? Один мой знакомый всю жизнь работал, не жаловался, был уверен. Здоровье у меня конское, мне ничего не страшно. Итог — 68 лет. Инфаркт. Врачи его спасли, но жизнь после этого уже никогда не была прежней. И это не редкость. Согласно исследованиям ВОЗ, 80% смертей в возрасте 65+ происходят не из-за генетики и несчастных случаев, а из-за образа жизни. Значит, у вас в руках есть власть менять свою судьбу. Давайте разбираться. Топ привычек, которые нас убивают. Первое. Все предначертано. Удобная ложь. Слышали эту фразу? Четверть жизни предначертана, а остальное — наши усилия. Если вы верите, что судьба все решила за вас, значит, вам удобнее ничего не делать. А реальность такова. 70% здоровья — это ваши привычки. Верить в астрологию и гадание проще простого, а вот взять себя в руки и заняться здоровьем — уже работа. Второе. Я еще бодр, пока не упал. Люди боятся прыгнуть с парашютом, но спокойно лезут на табуретку, чтобы сменить лампочку. Серьезно? 80% переломов в пожилом возрасте заканчиваются потерей подвижности. Одно неосторожное движение — и все. Решение. Создайте безопасную среду. Уберите скользкие ковры, поставьте поручни, перестаньте лезть туда, куда не надо. Это не слабость, а благоразумие. Как думаете, финансовая безопасность или бедность на старости лет? Знаете, кто больше всего тратит деньги? Дети, которые получают наследство. А знаете, кто копил эти деньги? Вы. Проблема в том, что многие экономят всю жизнь, чтобы потом сидеть без комфорта, боясь потратить лишнюю копейку. А потом их деньги уходят на новую машину внуку. Финансовая независимость — это не просто накопление, а умение распоряжаться деньгами. Хотите комфортную старость? Учитесь тратить с умом. Работать до последнего — билет в никуда. Работа держит в тонусе, да. Но если без отдыха, то в гробу вы тоже окажетесь. Работа важна, но без отдыха сердце, суставы и нервы не выдерживают. Берегите себя. Хотите работать? Отлично. Но не в ущерб своему здоровью. Плохая идея жить с мыслью «сэкономлю на себе». Как выглядит старость у тех, кто экономил всю жизнь? Они едят вчерашний хлеб и ходят в старом пальто, в то время как их дети ужинают в ресторанах. Покупайте качественную еду, комфортную одежду, хорошие вещи. Вы всю жизнь работали не для того, чтобы в старости питаться сухарями. Также не продавайте дом только потому, что дети так сказали. Знаете, что случается с пожилыми, которые переезжают к детям? Они вдруг обнаруживают, что их жизнь теперь им не принадлежит. Вчера у вас был свой дом, своя территория, свои привычки. А сегодня вы гость в чужом пространстве. Да, может быть, комната уютная, а дети заботливые. Но ваше личное пространство уже не ваше. Захотели чаю в 3 ночи? Придется учитывать, не разбудит ли это всех. Захотелось немного музыки? «Бабушка, у нас младший спит». Вы действительно хотите оказаться в положении «у нас для тебя есть комната, но только не мешай»? Дом — это не просто стены. Это ваше чувство безопасности, независимости и самоуважения. Если вы всю жизнь строили свой дом, вкладывали в него душу, зачем отдавать его за бесценок? Подумайте, а будет ли вам комфортно без собственного уголка? Седьмое чудо. Таблетки. Не панацея. Видели рекламу уникальных витаминов, которые обещают молодость? Там такие бодрые седовласые мужчины и женщины с сияющими глазами, будто сбросили 20 лет. А теперь угадайте, кто делает миллионы на тех, кто в это верит? Компании-производители добавок. Когда человек начинает замечать седину, морщины, усталость по утрам, он ищет волшебную таблетку. Одно нажатие на кнопку заказа, и вам привезут омоложение в капсулах. Только вот проблема в том, что эти чудо-средства работают примерно так же, как волшебные бобы из сказок. Настоящее здоровье — это еда, движение и адекватное отношение к себе.
Качественный сон, правильное питание, свежий воздух, активность и работа с психологическим состоянием — это не так просто, как выпить таблетку, зато без побочных эффектов. Конечно, есть полезные витамины и добавки, которые действительно нужны, если у вас есть дефициты. Но вот вопрос. Вы проверяли уровень витаминов перед тем, как купить очередную баночку, или просто поверили рекламе? Потому что если нет, то, возможно, вы просто обеспечиваете себе дорогую мочу. Организм выбрасывает ненужные вещества, не усваивая чудо-добавку. Лучше проконсультируйтесь со специалистом. А еще лучше пересмотрите рацион, добавьте движение и качественный отдых. Это работает куда эффективнее и не опустошает кошелек. 8. Не ссорьтесь с партнером. Он ваш главный союзник. «Он меня раздражает», — говорила одна дама. Через год ее муж умер, и она плакала. «Как жаль, что я тратила время на ссоры». Партнер — это не просто сосед по комнате, а ваша поддержка. Хотите старость в тишине? Берегите друг друга. Имейте в виду, одиночество не лечится браком. Многие думают, повторный брак решит все проблемы. Ага. А как насчет новых конфликтов, вопросов с наследством и сложных отношений с детьми? Не спешите. Иногда дружба и общение приносят больше радости, чем новый штамп в паспорте. Ну и, конечно же, дом престарелых не всегда выход. Переезд в учреждение — это не только уход, но и потеря свободы. Многие после этого чувствуют себя забытыми и ненужными. Если есть возможность оставаться дома, это всегда лучше. Хотите узнать, как жить дольше и лучше? Тогда слушайте. Забудьте про предначертано. Все в ваших руках. Обустраивайте дом безопасно. Деньги должны работать на вас, а не на ваших наследников. Не работайте на износ. Это не признак силы. Позволяйте себе хорошую жизнь. Вы ее заслужили. Берегите свой дом и свою независимость. Не верьте в чудо-пилюли. Они не работают. Ваш партнер — ваш союзник. Берегите отношения. Не спешите в новый брак. Дружба иногда важнее. Оставайтесь дома, если это возможно. Это ваша крепость. А теперь ваш ход. Я хочу услышать вас. Какие привычки вы уже пересмотрели? Может, вы отказались от опасных суеверий, начали следить за питанием или научились правильно распоряжаться финансами? А может, вы только собираетесь сделать первый шаг? Поделитесь своими мыслями и историями в комментариях. Это важно не только для вас, но и для всех, кто читает этот текст. Также давайте поговорим, какие советы оказались для вас неожиданными, что было сложно принять, а что, наоборот, вызвало однозначное согласие. Я читаю все комментарии и всегда рад обратной связи. И, конечно, если вам понравился этот разбор, не забудьте подписаться. Впереди еще больше полезных материалов, которые помогут вам не просто дожить до старости, а прожить ее полноценно. До встречи в следующем выпуске.